Накануне источники сообщили агентству Рейтер, что турецкие военные совершили визиты на несколько ключевых сирийских военных баз, включая Тифар, Тадмар и Хаму. Этот шаг произошел всего за несколько дней до того, как эти объекты были атакованы израильскими авиаударами. Израиль, по имеющимся данным, нанес удары по этим базам, что вызывает вопросы о возможных намерениях Турции по размещению своих военных сил в Сирии. Примечательно, что такие базы могли быть использованы для усиления турецкого присутствия в регионе. Это событие происходит на фоне растущей напряженности в Сирии, где продолжаются споры о контроле над территориями, в том числе в районах, близких к границе с Израилем. Атаки на сирийские базы Израилем приобрели важное стратегическое значение. Они, вероятно, направлены на предупреждение Турции от дальнейших действий в данном направлении и усиление контроля Израиля над территориями, которые играют ключевую роль в его региональной безопасности. Очевидно, что действия Израиля в Сирии преследуют не только военные, но и политические цели, особенно в свете продолжающегося сирийского конфликта. В интервью Рейтер министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Турция не стремится к открытой конфронтации с Израилем в Сирии. Несмотря на агрессивные действия Израиля, Фидан подчеркнул, что Турция не ищет военного столкновения. Он отметил, что действия Израиля в Сирии могут лишь усугубить нестабильность и привести к усилению региональной дестабилизации, что Турция, в свою очередь, стремится избежать. Фидан также отметил, что если новая администрация в Дамаске решит наладить отношения с Израилем, это их внутреннее дело, и Турция уважает право каждой страны на самостоятельное принятие решений. Однако он также подчеркнул, что такие шаги должны учитывать безопасность и стабильность всего региона, и что Турция всегда будет отстаивать свои интересы и интересы своих союзников в этом контексте. Одним из значимых событий последних недель стало полное взятие израильскими войсками стратегически важной горы Шейх в Сирии. С 8 декабря 2024 года Израиль контролирует эту территорию, которая является важным военно-стратегическим объектом. Гора Шейх, с ее высотой в 2814 метров, является не только стратегически расположенной, но и символически важной для всей сирийской территории. Израиль установил на этом участке несколько военных баз, которые позволяют ему укрепить контроль над региональными маршрутами и установить наблюдение за важными территориями в Сирии, Ливане и даже в Палестине. Это событие сигнализирует о дальнейшей эскалации конфликта, где Израиль продолжает активно укреплять свои позиции в Сирии, несмотря на протесты местных властей и международных игроков. Гора Шейх уже давно была объектом стратегического интереса, и ее захват израильскими войсками подтверждает намерение Израиля контролировать важнейшие географические и военные узлы в регионе. Сирийское правительство, в свою очередь, ограничивается лишь официальными заявлениями по поводу происходящих событий, не предпринимая активных шагов для защиты своей территории или нейтрализации угроз. Несмотря на громкие заявления и попытки продемонстрировать свой суверенитет, действия сирийских властей в ответ на агрессию со стороны Израиля остаются пассивными, что вызывает множество вопросов. Кроме того, некоторые наблюдатели утверждают, после смены власти новое правительство Сирии оказалось неспособным эффективно противостоять внешним угрозам, поскольку народ страны, уже сильно пострадавший от прежнего режима, не имеет сил на дальнейшее сопротивление, особенно после масштабной разрухи. Действия Дамаска, в том числе в ответ на агрессию со стороны Израиля, ограничиваются заявлениями и дипломатическими усилиями, которые, к сожалению, не имеют решающего воздействия на ситуацию. В результате, многие сирийцы чувствуют себя оставленными без должной защиты со стороны своего правительства. Это бездействие сирийских властей усиливает ощущение беззащитности в стране и подрывает доверие к способности сирийского правительства обеспечивать безопасность своей территории. Длительная политическая и военная нестабильность в Сирии продолжают оставаться основными проблемами, с которыми сталкиваются жители и правительство страны. Эти события и политические заявления свидетельствуют о растущей напряженности и сложных дипломатических играх, которые могут привести к дальнейшей дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Время покажет, какие последствия принесет этот новый этап конфликта и как он повлияет на отношения между Турцией, Сирией и Израилем.